Глава 1446. Зеленая тень. Зверь плачущей души уже обрел разум, поэтому после общения с ним Хань Ли узнал, что глубоко внутри этих горных хребтов скрывается прилив устрашающей инской энергии. Казалось, что там было призрачное существо, которое было настолько могущественным, что даже зверь плачущей души чувствовал угрозу для себя. Зверь плачущей души был естественным проклятием призрачных душ, поэтому призрачное существо с такой инской энергией, что напугало даже его, естественно, должно было быть чрезвычайно устрашающим существом. Это не означало, что у зверя плачущей души не было шансов противостоять ему, но Хань Ли просто не хотел рисковать. Таким образом, он сразу же решил не входить в горные хребты, вместо этого выбрав следующий маршрут, даже если это означало, что им придется потратить больше времени на путешествие. Это касалось секрета его зверя плачущей души, поэтому Хань Ли, естественно, не объяснил все в деталях Лэй Лань и Бай Би, он просто использовал несколько неубедительных отговорок, чтобы успокоить их. Таким образом, два священных ученика расы Тянь Пэн были немного недовольны. Хань Ли просто холодно усмехнулся в душе, не обращая на это внимания. В любом случае, он не планировал оставаться на расе Тянь Пэн надолго, поэтому ему не нужно было заботиться о том, что эти двое думают о нем. Ему было достаточно, что они не мешали ему прямо сейчас. Имея это в виду, Хань Ли не стал больше ничего объяснять Бай Би и Лэй Лань, а два священных ученика также не были заинтересованы в дальнейшем обсуждении этого вопроса. Таким образом, внутри экипажа стало очень тихо. Хань Ли стоял в передней части кареты и смотрел вдаль, Бай Би склонил голову в глубокой задумчивости, а Лэй Лань закрыла глаза, войдя в медитативное состояние. Хань Ли разогнал повозку на полной скорости, и она мгновенно отлетела от горных хребтов, снова улетев в бесплодный ландшафт. Через некоторое время выражение лица Хань Ли внезапно немного изменилось, и он отвел взгляд, а затем, сузив глаза, обратил внимание на направление позади кареты. Действия Хань Ли, естественно, привлекли внимание Лэй Лань и Бай Би. Они одновременно подняли головы, и даже Лэй Лань открыла глаза, чтобы оценить ситуацию. Они посмотрели в том направлении, куда смотрел Хань Ли, обнаружив огромное пространство серого тумана, куда бы они ни посмотрели. Из-за ограничений духовного чутья в земной бездне ни один из них не смог высвободить свое духовное чутье, чтобы оценить ситуацию, поэтому они повернулись к Хань Ли с любопытством в глазах. Хань Ли, ничего не говоря, стоял в передней части кареты, но в его глазах мерцал синий свет. Брат Хань, Бай Би, наконец, был не в силах больше сдерживать свое любопытство, но в тот момент, когда он открыл рот, чтобы задать вопрос, Хань Ли внезапно провел двумя пальцами по воздуху. С кончиков его пальцев вырвалась полоска золотого света, как молния, и то, что произошло в следующий момент, сильно испугало Бай Би и Лэй Лань. Как только золотой свет вспыхнул в воздухе, внезапно появилась зеленая ци и облако зеленого тумана, которых сразу же разрезал пополам золотым светом. Из тумана раздался рев шока и ярости, и две половинки зеленого тумана снова соединились в одно. Затем зеленый туман поднялся и превратился в странную демоническую обезьяну с желтым мехом по всему телу. Это был никто иная, как злобная демоническая обезьяна, которая только что убил священного ученика расы летучих духов. Не так давно он наконец догнал летающую карету и в своем восторге попытался прокрасться к повозке, а затем окутал ее ядовитым туманом, чтобы убить Хань Ли и остальных. Тем не менее, он никогда бы не подумал, что не только духовное чутье Хань Ли намного превосходит духовное чутье обычных культиваторов стадии божественной трансформации, но и его глаза духовного прозрения также способны легко видеть сквозь иллюзии и методы сокрытия, тем самым позволяя ему немедленно заметить присутствие демонической обезьяны. Сердца Лэй Лань и Бай Би содрогнулись от потрясения при виде демонической обезьяны, и они немедленно вскочили на ноги, вылетев по обе стороны от кареты. Несмотря на то, что они не могли высвободить свое духовное чутье, они прямо сейчас видели, что она смогла подобраться к ним так близко, не выдав себя. Однако возникал вопрос, как Хань Ли смог ее обнаружить, учитывая, что он также был духовным генералом. Оба они устремили свой взгляд на демоническую обезьяну с настороженным выражением лиц и смущением в сердцах. В этот момент летающая карета медленно остановилась по приказу Хань Ли, и он невозмутимо оценил демоническую обезьяну. «Вы трое те, кто испортил жертвенную церемонию моей госпожи?» Холодным голосом спросила злобная демоническая обезьяна. Сердце Бай Би дрогнуло от услышанного, но он спросил с улыбкой на лице: «Жертвенная церемония?» «Какая жертвенная церемония? Когда мы когда-либо делали такое? Вы уничтожили гигантский духовный цветок в пустыне. Этот цветок был частью церемонии жертвоприношения моей госпожи». Продолжала демоническая обезьяна угрожающим голосом. «Нет», — сразу же ответил Хань Ли, даже не моргнув глазом. Спокойный и лаконичный тон его голоса заставил дрогнуть даже демоническую обезьяну, и на долю секунды она засомневалась, что преследовала не те цели. Однако затем она перевела взгляд на Лэй Лань и Бай Би, и их выражения лиц явно выдавали отрицание Хань Ли. Таким образом, демоническая обезьяна пришла в ярость.
На твоем теле есть сущность гигантского духовного цветка, но ты пытаешься обмануться меня. Я убью всех вас и принесу ваши трупы моей госпоже». Демоническая обезьяна с ревом превратилась в облако зеленого тумана, которое простиралось более чем на 100 футов и устремилось прямо к ним троим. Наглый зверь. Улыбка Байби исчезла, и он одним мощным движением взмахнул крыльями в сторону тумана. Наружу вырвалось бесчисленное количество золотых нитей, мгновенно рассекая туман и заполняя его дырами. Однако зеленый свет закружился вокруг тумана, и он полностью восстановился в мгновение ика. С другой стороны, Лэй Лань почувствовала, что с этим противником было довольно сложно иметь дело, и сразу же сделала печать заклинания. Из ее рукавов вырвались две толстые серебряные молнии, с грохотом поразив и разорвав зеленый туман. После того, как две молнии исчезли, зеленый туман рассеялся в воздухе, и появились две зияющие дыры, каждая размером около 10 футов. Однако, прежде чем Лэй Лань смогла отпраздновать свою победу, из тумана раздалось насмешливое кудахтанье демонической обезьяны. Зеленому туману удалось быстро восстановиться, и он сразу же увеличился в размерах и сомкнулся с неистовой мощью. Выражения лица Байби и Лэй Ланя изменились одновременно. Они чувствовали, что эту демоническую обезьяну следует опасаться, но они не думали, что простая злобная обезьяна окажется такой серьезной проблемой. Оба они немедленно перешли в наступление. Один из них перевернул руку, достав зеленый деревянный гребень, а другой сделал печать заклинания, и дуги молнии начали потрескивать в воздухе, готовясь к новой атаке. Однако в этот момент Хань Ли просто холодно хмыкнул и, наконец, присоединился к драке. За его спиной вспыхнул лазурный свет, и появилась огромная проекция лазурной птицы с открытым клювом. С глухим стуком из ее клюва вырвался лазурный столб света, пробив центр зеленого тумана. Затем столб света разделился на бесчисленные лазурные нити и взорвался во всех направлениях. В следующее мгновение поднялись ураганные ветры, обрушив всю мощь на зеленый туман. Весь зеленый туман был унесен порывами ветра и исчез на месте. Словно зеленый туман принял забвение ветром. Лэй Лань и Бай Би замедлились при виде этого. Неужели этот демонический зверь, с которым им было так сложно иметь дело, был уничтожен Хань Ли всего одной атаки, однако Хань Ли не собирался останавливаться. Со странным выражением на лице он внезапно выпустил 8 полос золотого меча Ци, которые поразили 8 разных точек в воздухе позади него. В этот момент одновременно раздалось 8 тревожных криков, после чего 8 облаков зеленого тумана появились из воздуха, едва уклонившись от полосца меча. 8 нечетких зеленых лучей света, которые были даже короче, чем демоническая обезьяна, появились в воздухе, и один из них воскликнул: «Ты действительно способен обнаружить наше присутствие». Тело Хань Ли расплылось, и в следующее мгновение он повернулся к зеленым проекциям и спросил: «Нет ничего удивительного в том, что я могу видеть сквозь такие грубые методы маскировки. Вы не злобные демонические обезьяны, верно? Злобные демонические обезьяны не могут обладать этими способностями». Только тогда Лэй Лань и Бай Би поняли, что за ними стоят враги, и поспешно обернулись с потрясением и недоумением в своих сердцах. Было совершенно очевидно, что эти двое обладали мощными базами культивации и способностями, но им катастрофически не хватало практического боевого опыта. Неудивительно, что старейшины расы Тянь-Пен не оптимистично оценивали свои шансы пройти испытание самостоятельно. «Хе-хе, даже не думай о том, что сможешь заставить меня рассказать тебе о моем происхождении. Возможно, я ничего не смогу сделать с тобой на поверхности, но здесь, в этой земной бездне, даже если твой уровень культивации выше моего, ты мне не ровня», — сказала другая проекция, и 8 проекций одновременно запрокинули головы и хрипло хохотали. Сразу после этого вспыхнул зеленый свет, и появились 8 полностью идентичных демонических обезьян. Из рук этих обезьян вспыхнул зеленый свет, и все они призвали зеленые топоры, бросившись к Хань Ли и остальным. Хань Ли вскинул бровь и резко поднял руку. Рука превратилась в чистый белый цвет, и он, растопырив пальцы, выпустил полоску пятицветного пламени. Пламя распространялось с феноменальной скоростью, охватив 8 демонических обезьян в мгновение ика. Яркий пятицветный духовный свет вырвался из пламени, и 8 демонических обезьян замедлились до менее чем 1/10 их первоначальной скорости. Хань Ли воспользовался этой возможностью и выплюнул изо рта мерцающего серебряного пламени. Серебряное пламя взорвалось по его воле, разделившись на 8 серебряных пылающих стрел. 8 серебряных стрел тут же проткнули тело ограниченных демонических обезьян. Эти демонические обезьяны действительно были весьма могущественны в земной бездне, но никогда бы они не подумали, что он обладает такой странной способностью так сильно замедлять их. Таким образом, они были полностью застигнуты врасплох, и хотя все демонические обезьяны могли видеть приближающиеся пылающие стрелы, они были слишком медленными, чтобы уклониться от них. Не успели они взреветь от шока и ярости, как их грудь была пробита дырой размером с кулак, после чего серебряное пламя вспыхнуло и поглотило их тело.
Все демонические обезьяны мгновенно превратились в клубы дыма от этого серебряного пламени. Им даже не удалось использовать подавляющее большинство своих способностей до того, как они были убиты, и ни единой частички их душ не удалось спастись. Затем серебряное пламя соединилось, образуя огненного ворона, который снова вошел в тело Хань Ли. К этому моменту Лэй Лань и Бай Би были уже полностью ошеломлены. Несмотря на то, что у них было только короткое столкновение с демоническими обезьянами, они могли сказать, что эти демонические звери были ужасными существами и что для их убийства требовалась длительная и напряженная битва. Однако Хань Ли убил этих демонических обезьян за считанные секунды, и резкий контраст между ожиданиями и реальностью привел их в неминуемый шок. Только тогда они по-настоящему осознали пропасть между ними и Хань Ли и с напряженным выражением на лице взглянули на него. «Уходим». Эта обезьяна упомянула о своей госпоже, и, скорее всего, с ней будет не так легко справиться, равнодушно сказал Хань Ли и снова ступил на летающий экипаж. Глава 1447. Кризис. Услышав это, Лэй Лань и Бай Би одновременно изменились в лицах и поспешно запрыгнули в экипаж. Почти в тот же момент слабый крик удивления внезапно раздался на третьем уровне земной бездны, в абсолютно черном и лишенном света месте. Из темноты высовывалась светлая и тонкая рука, держащая желтый деревянный талисман в форме призрачной головы. Что случилось? Пламя души восьмиликого зверя внезапно погасло. Этот бесполезный болван не смог сделать даже что-то настолько простое. Похоже, у тех, кто уничтожил мой гигантский духовный цветок, есть несколько козырей в рукавах. Так и быть, позаботьтесь об этих тривиальных вещах позже. Пока эти люди не покинули земную бездну, я смогу найти их, несмотря ни на что, уверенно хмыкнула женщина, и вокруг снова все затихло. Через 2 дня на первом уровне земной бездны. Слабая белая тень мелькнула по черным лугам. Внезапно появилось около дюжины черных теней из высокой травы внизу, прыгая прямо на нечеткую белую тень. Это была дюжина массивных богомолов с зелеными глазами и зловещими чертами лица. Каждый из них был около 3 футов ростом и угольно-черным цветом. Из карты послышался грохот, после чего оттуда вырвалось несколько дуг серебряных молний, поразив этих богомолов с безошибочной точностью. Богомолы даже не успели произнести ни единого звука, прежде чем они обратились в пыль и их унесло ветром. 4 дня спустя призрачный экипаж небрежно летел в воздухе над огромным пространством из скал. Несколько демонов с каменными телами преследовали экипаж по земле так быстро, как только могли. Из экипажа внезапно вырвалось бесчисленное количество золотых нитей, мгновенно проткнув тело каменных демонов. Во вспышке ослепительного золотого света все эти каменные демоны погибли, рассыпавшись на песчинки. 7 дней спустя трио Хань Ли парило в воздухе над массивной долиной, внутри которой непрерывно поднимался серовато-белый туман, и все трое внимательно осматривали эту долину. Глаза Лэй Лань и Бай Би были наполнены восторгом, и летающей кареты, которая везла их сюда, нигде не было видно. Возможно, она была уничтожена демоническими тварями по пути сюда или была спрятана Хань Ли. Во всяком случае, теперь ее не было. Похоже, это место относительно безопасно. Пойдемте внутрь. Если мы спустимся здесь под землю, мы сможем достичь 2-го уровня. Это место настолько уединенное, что выход с другой стороны, скорее всего, будет вполне безопасным. Маловероятно, что кто-то решится расставить ловушки на другом конце, проанализировал Хань Ли, а затем расправил крылья и направился в туман. 2 священных ученика расы Тянь-Пен уже зашли так далеко, поэтому отступать сейчас, естественно, было не вариант. Таким образом, они также вошли в туман с торжественными выражениями на лицах. Серый туман был не очень плотным, поэтому даже после того, как они вошли в него, они все еще могли примерно видеть все на расстоянии более 100 футов от них. Тем не менее, иногда из тумана вылетали крылатые змеи длиной в несколько футов в попытке атаковать культиваторов. Конечно, победить их было не проблемой. 2 часа спустя они наконец вышли из тумана и достигли конца долины. В этот момент их приветствовал вид огромной расщелины на одной из гигантских каменных стен долины. Расщелина, казалось, уходила очень глубоко в землю. Глядя на эту расщелину, на лице Хань Ли появилась улыбка, и он без колебаний повел в нее 2 священных учеников. 3 полосы духовного света полетели и исчезли из поля зрения, обогнув несколько углов. Спустя сутки возле массивной расщелины, ведущей вниз, раздался странный воющий звук. Из расщелины вырвался порыв яростных черных ветров, покрыв близлежащую скалу слоем льда, что явно указывало на то, что здесь было очень холодно. Однако 3 полосы духовного света воспользовались этой возможностью, чтобы вылететь из-под порыва ветра, появившись на расстоянии нескольких сотен футов. Затем духовный свет погас, открыв 3 человекоподобные фигуры. Они были никем иным, как трио Хань Ли. Ветры земной бездны в этом проходе были слишком сильны, я едва смог им противостоять.
Почему в полученной нами информации об этом даже не упоминалось? С бледным лицом заговорил Байби, глядя на то место, откуда они только что вышли. Тот факт, что это явление не было подробно описано в полученной нами информации, указывает на то, что оно появилось только в последние годы. В противном случае старший представитель нашей расы обязательно упомянул бы нам об этом. Лэйлань, похоже, потратила много энергии, летя сквозь ветры земной бездны, и она невольно взглянула на Хань Ли. В этот момент Хань Ли осматривался, скрестив руки на груди. Он был совершенно невозмутим, и казалось, что он просто прогулялся по парку, а не пробивался сквозь смертоносные ветры земной бездны. Неужели между духовными генералами на ранней и поздней стадиях была такая разница в силе? Подумала про себя Лэйлань. Без помощи Хань Ли она вообще смогла пережить это испытание. В противном случае она вполне могла погибнуть от этих ужасных ветров. Мы уже слишком сильно задержались на первом уровне, поэтому нет смысла тратить время на поиск плодов адского пламени на втором уровне. «Давайте отправимся прямо на третий уровень», — сказал Хань Ли безжалостным голосом, устремив взгляд вперед. Воздух здесь был довольно влажным, и казалось, что они находились в воздухе над болотистой местностью. Два священных ученика расы Янь Пен теперь хорошо знали, что Хань Ли был намного могущественнее, чем они, поэтому они, естественно, больше не питали к нему недовольства. Однако Лэйлань, немного помедлив, все равно выразила свое беспокойство. У меня, естественно, нет возражений, но есть только 3 входа со второго уровня на третий, поэтому независимо от того, какой из них мы выберем, есть большая вероятность, что мы встретим людей из других ответвлений. Если мы встретим священных учеников, злобно настроенных против нас, Лэйлань не закончила предложение, но смысл в ее словах был вполне очевиден. Боюсь, это не просто какая-то вероятность. Эти ответвления определенно направили людей к этим 3 входам. Мы, скорее всего, тоже не их единственные цели. Люди из нескольких самых слабых ответвлений, скорее всего, станут их целью, вздохнул Байби. Хе-хе, если мы столкнемся с ними, тогда нам просто придется сражаться. Рано или поздно нам придется преодолеть это препятствие. Однако, даже если такое могущественное ответвление, как раса Чижун, решило пойти против нашей расы Тяньпен, у них нет возможности разместить всех своих священных учеников у 3 входов. Испытание земной бездны происходит раз в 300 лет, поэтому для них это так же важно, как и для нас. Таким образом, они могли разместить только половину или даже меньше их членов у 3 входов. В этом случае победить их может быть нелегко, но пробиться через их баррикады определенно будет возможно, проанализировал Хань Ли, холодно усмехнувшись. Если это действительно так, то у нас все-таки есть шансы. Байби и Лэйлань были воодушевлены ободряющими словами Хань Ли. Никто не может точно гарантировать, какой будет ситуация. Мы можем решать вопросы только по ходу дела, спокойно ответил Хань Ли. Какой вход мы выберем? 2 из них относительно безопаснее, а другой довольно опасен, спросила Лэйлань, нахмурив брови. Идя, что мы можем столкнуться с опасностью от других ответвлений независимо от того, какой вход мы выберем, тогда, естественно, лучше выбрать тот, который ближе всего к нашему текущему местоположению, без колебаний решил Хань Ли. В этом случае нам придется пойти по пути 1000 лос, сказал Байби после короткой паузы. Хань Ли, казалось, вспомнил это название, и его глаза вспыхнули странным светом. Путь 1000 лос? Это вход со 2 на 3 уровень, соединенный множеством древних виноградных лоз? Тот самый. Если не считать некоторых демонических насекомых, которые могут появиться на этом пути, здесь практически нет опасностей. Если все пройдет гладко, мы сможем добраться туда через полмесяца, подтвердил Байби. Звучит неплохо. Тогда пойдемте к этому входу, сказал Хань Ли. Лэйлань и Байби не возражали против этого, и оба кивнули в знак согласия. Хань Ли перевернул руку, достав синюю пластину формации. Затем он потряс ее перед глазами, тем самым позволив ему подтвердить направление, в котором им следовало двигаться, а затем повел за собой остальных. Вскоре после того, как все 3 ушли, из густой грязи болота появилась угольно-черная фигура. Она привела взгляд в сторону, куда отправились Хань Ли и остальные, и в его глазах вспыхнул красный свет. Затем черная фигура внезапно взорвалась, как пузырь, и исчезла на месте. Внезапно Хань Ли почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Он немедленно остановился в полете и оглянулся назад. Что случилось, брат Хань? В этот момент Байби полностью доверял способностям и суждениям Хань Ли, и он также осторожно остановился. Голубой свет вспыхнул в глазах Хань Ли, он окинул взглядом землю позади них. Только через некоторое время он ответил: «Ничего. Возможно, мне просто показалось». Ощущение холода, которым он был поражен, уже исчезло, и казалось, что оно никогда не появлялось вообще. Для таких людей, как Хань Ли, с чрезмерно чувствительным духовным чутьем, довольно часто случалось чувствовать опасность там, где ее на самом деле не было.
Однако то, что подобное произошло в таком опасном месте, было для него довольно тревожным, и он просто не мог заставить себя забыть об этом. Стоит сказать, что ни одно демоническое существо не смогло бы избежать обнаружения его духовных глаз, если только уровень его культивации не был выше, чем его собственный. Так что, возможно, это ощущение холодка в спине действительно было просто плодом его воображения. После короткой паузы Хань Ли пришел к такому выводу. Он махнул рукой в сторону Бай Би и Лей Лань, а затем продолжил лететь, но его выражение лица значительно потемнело. Хань Ли не знал, что там было таинственное существо, все тело которого было окутано яркими красными одеждами, и оно сидело на черном деревянном стуле в чреве горы на более глубоком уровне земной бездны. Рядом со стулом стоял каменный стол с большим медным зеркалом. В зеркале было расплывчатое изображение, и это было не что иное, как трио Хань Ли, пролетающее над болотом. Интересно. Подумать только о том, что он смог даже почувствовать мою грязевую марионетку. Похоже, его духовное чутье намного превосходит его уровень культивации. К сожалению, я не особо заинтересован в усовершенствовании инских духов, хмыкнуло одетое в красное существо, а затем махнуло рукой зеркалу, словно собираясь рассеять изображение. Однако его рука внезапно остановилась, а на лице появилось задумчивое выражение. Чуть не забыл, эта призрачная ведьма, кажется, собирает существ с могущественными душами, так что этот человек будет для нее хорошим подарком. Я смогу обменять его на кровавую рыбу. Пробормотал себе под нос человек в красном. Он внезапно сел, и в его глазах промелькнуло возбуждение. Казалось, он был очень доволен своими мыслями. Затем он взмахнул рукавом, выпустив полупрозрачную бусину, которая зависла в воздухе перед ним. После он сделал печать заклинания, и в бусине мгновенно исчезла полоса красного света, и сама бусина засветилась ярким малиновым светом. Глава 1448. Более глубокие уровни земной бездны. Примерно через 5 минут малиновый свет, исходящий от бусинки, внезапно угас, и изнутри раздался голос пожилой женщины. «Что случилось, Ди Сюэ? Разве ты не знаешь, что я сейчас занята важными делами?» Владелица голоса, похоже, была очень недовольна тем, что с ней связались в такое время. «Хе-хе, с тех пор, как мы в последний раз разговаривали, прошло несколько десятилетий. Ты так занята, что у тебя даже нет времени поговорить со старым другом?» Хихикнул человек в красном. «Хватит ходить вокруг да около, говори, что ты хочешь. В противном случае не вини меня за то, что я прекратил разговор». Терпение пожилой женщины явно быстро иссякало. «Хе-хе, в прошлый раз мы решили, что Му Цин будет проводить жертвенную церемонию, Лю Цзу собирать энергию инских душ, в то время как я отвечаю за изготовление большого количества марионеток. Тебе поручено вырастить 8000 призраков в высшей инской броне, и они являются наиболее важными элементами нашего плана. Как у тебя дела с этим?» Спросил человек в красной одежде, не обращая внимания на нетерпение в голосе женщины. Почему ты задаешь вопрос, на который уже знаешь ответ? Даже я не знаю, сколько шпионов ты посадил среди моих подчиненных. И ты хочешь сказать, что не знаешь, каков мой прогресс?» Холодным голосом ответила пожилая женщина. «Ха-ха, не похоже на то, что ты не делала то же самое. Твои подчиненные часто появляются в том месте, где я создаю своих марионеток. Однако на этот раз я хочу услышать, как ты расскажешь мне об этом лично». Мужчина в красном снова хихикнул. «Ладно. Все равно это не то, что должно храниться в секрете. Выращивание 8000 призраков в высшей инской броне продвигается довольно гладко. Пока Лю Цзу может обеспечить достаточное количество энергии инской души, мой успех остается лишь вопросом времени. Единственная проблема заключается в 8 призрачных монархах в инских доспехах, необходимых для выращивания этих призраков. Я смогу успешно их усовершенствовать, только если смогу получить душу существа с мощным духовным чутьем. Такие первоклассные материалы для души не так-то легко достать, равнодушно сказала пожилая женщина. «А сколько из этих призрачных монархов тебе удалось создать?» — спросил мужчина в красном халате. «На данный момент всего 3. Вероятность успеха довольно низкая», — слегка смущенно ответила пожилая женщина. «Хе-хе, вот почему я связался с тобой. Я хочу предоставить тебе этот высокоранговый материал, который ты ищешь». Существо в красном радостно потерло руки. «С каких это пор ты начал интересоваться инскими душами?» Удивленно спросила пожилая женщина. «Я не ты или Лю Цзу, я мало что знаю о призрачных существах. Однако я только что обнаружил существо из расы летающих духов, которое смогло обнаружить обрывок моего духовного чутья, который я ввел в грязевую марионетку. Хотя это была лишь частица моего духовного чутья, это достаточное свидетельство того, насколько сильна душа этого человека.
Она должно быть идеальной для того, чтобы изготовить призрачных монархов, сказала существо в красном одеянии. Неужели снова настало испытание земной бездны расы летающих духов? Чтобы один из них смог обнаружить твое духовное чутье, неужели один из тех старых монстров спустился лично? В голосе старухи прозвучала нотка осторожности. «Не волнуйся, это всего лишь маленький духовный генерал, так что он ничего не сможет сделать», небрежно сказал мужчина в красном одеянии. «Если это просто духовный генерал, тогда все пройдет гладко. Однако он действительно должен обладать довольно могущественной душой, чтобы обнаружить твое духовное чутье. В этом случае я приду этот подарок. Что ты хочешь взамен?» Пожилая женщина прекрасно понимала, что эта информация не будет предоставляться ей бесплатно. «Хе-хе, мне нравится иметь дело с умными, но прямолинейными людьми, такими как ты. Все просто. Тысячелетней кровавой рыбы будет достаточно в качестве платы за предоставление подробной информации о цели. Если ты хочешь, чтобы я поймал цель и доставил ее лично, тогда это будет стоить 2 таких рыбы», ответил человек в красной мантии. Ты думаешь, что тысячелетние кровавые рыбы растут на деревьях? Ни одна инская душа не стоит 2 таких рыб. У меня сейчас нет свободного времени. Принеси мне эту душу, и я дам тебе 1 тысячелетнюю кровавую рыбу. Даже тогда это огромная сделка для тебя, холодно хмыкнула пожилая женщина. Хорошо, тогда согласен на 1 кровавую рыбу. Я доставлю тебе душу через 10 дней. Мужчина в красном тотчас же согласился, явно придерживаясь мнения, что эта сделка была для него довольно выгодной сделкой. Кстати, что Му Цин и Лю Цзу предлагают нам делать со священными учениками расы летающих духов? Должны ли мы убить их всех или позволить им сновать по первым 3 уровням, как всегда? Они ведь не помешают нашему плану, не так ли? Вдруг спросила старуха. В данный момент мы находимся на довольно критическом этапе, поэтому мы не можем привлечь внимание расы летающих духов. Пока они нам не мешают и не переходят ни на 1 уровень ниже 3-го, пусть делают, что хотят. Я уверен, что Му Цин и Лю Цзу думают так же, немедленно ответило существо в красном. Тогда мы сделаем, как ты говоришь. После равнодушного ответа голос старушки резко оборвался, и малиновый свет, исходящий от бусинки, тоже исчез. Существо в красной мантии сделало хватательное движение, и бусинка мгновенно полетела в его объятия, а затем бесследно исчезла. Их группа состоит из 1 духовного генерала на поздней стадии и пары духовных генералов на ранней стадии, так что 3 марионеток на ранней стадии духовного генерала из кровавого дерева должно быть более чем достаточно, пробормотал себе под нос человек в красном и взмахнул рукавом. Из его рукава сразу же вылетели 3 малиновых тени и приземлились прямо перед ним. Таким образом, 3 расплывчатые малиновые фигуры разной формы предстали перед ним, преклонив колено. Яркий малиновый свет вырвался из глаз существа в красном, из его глобели вырвались 3 малиновых нити, едва различимые невооруженным глазом, а затем исчезли в 3 расплывчатых малиновых фигурах. Малиновые фигуры немедленно подняли головы, и в то же время в их глазах появился жуткий зеленый свет. «Идите и убей этих 3, а затем принесите мне их души», бесстрастным голосом сказал одетый в красную мантию, указывая на медное зеркало. Во вспышке малинового света 3 марионетки исчезли в ближайшей стене. Затем существо в красном откинулось на стул и снова закрыло глаза, словно все, что он только что сделал, было совершенно несущественным. Внутри таинственных горных хребтов на 1-м уровне находился жертвенный алтарь высотой более 1000 футов, расположенный на вершине огромной горы, окутанной серой инской ци. На платформе алтаря было огромное серовато-белое глазное яблоко размером с человеческую голову. Этот глаз был налит кровью. В следующее мгновение из зрачка вырвалось бесчисленное количество серых нитей и было поглощено ближайшей серой ци. У подножия алтаря на месте появилась таинственная высокая и широкая фигура в черном плаще. На 6-м уровне земной бездны, в огромном дворце, залитом зеленым светом, находилась красивая женщина с белоснежными волосами и бледными чертами лица. Она стояла у пруда размером более 1000 футов, с холодным выражением лица, оценивая все, что происходило в глубине пруда. Рядом с ней стояли 2 женщины, лет 20. Обе они были также очень бледны, но одна была довольно миниатюрной, с милым и очаровательным овальным лицом, поражая зрителей мужского пола желанием взять ее на руки, в то время как другая женщина имела гибкую и изящную фигуру, но на ее лице было холодное и неприступное выражение. Вокруг пруда были установлены формации различных размеров, из которых в пруд вырывались угольно-черные руны. Над центром пруда парило несколько расплывчатых черных, как смоль, человекоподобных фигур. Черные руны разделились на несколько потоков, растворившись в черных доспехах, которые носили эти человекоподобные фигуры. Однако эти фигуры оставались совершенно неподвижными, словно они были неодушевленными предметами. Услышав это, седая женщина слегка нахмурилась. «Используйте адское пламя». Вдруг холодно сказала седая женщина, и, несмотря на ее вид, голос у нее был как у пожилой женщины.
Она была той самой женщиной, которая ранее общалась с существом в красном. Да. Две соблазнительные женщины позади нее немедленно выступили вперед, и после вспышки духовного света одна из них достала маленький черный пузырек, а в руках другой появился черный веер из бананового листа. Обе они подняли сокровища в унисон с торжественным выражением на лицах. Со странным криком из флакона вылетел огненный змей с черным пламенем по всему телу и нырнул головой в пруд. Черное пламя немедленно охватило весь пруд. Тем временем миниатюрная женщина взмахнула веером из банановых листьев с рунами. Казалось, ей едва удавалось размахивать им. Из веера также вырвалась полоска черного пламени и погрузилась в пруд. Два пламени, казалось, имели один и тот же источник и, переплетясь друг с другом, стали гореть с возрастающей свирепостью в синергетических отношениях, окутывая все расплывчатые человекоподобные фигуры, парящие над прудом. При виде этого выражение на лице седой женщины ничуть не изменилось, но в ее глазах появился намек на предвкушение. В этот момент Хань Ли летел через второй уровень и, естественно, не подозревал, что привлек внимание этих устрашающих существ. Однако после того странного леденящего кровь ощущения, которое он испытал ранее, он стал намного осторожнее. Даже когда он быстро летал по воздуху с Лэй Лань и Бай Би, он активировал свои глаза духовного прозрения через регулярные промежутки времени, осматривая свое окружение, даже если это требовало дополнительных затрат магической силы. В результате Хань Ли смог заранее обнаружить некоторых низко- и среднеранговых демонических зверей, что позволило ему обойти их во избежание этих потенциально проблемных существ. Обычные звери не могли выжить на втором уровне, поэтому они, естественно, больше не встречались с ними. Из-за того, что Лэй Лань и Бай Би потратили много магической силы во время своего спуска на второй уровень, все трое не могли летать очень быстро. Оба священных ученика держали в руках духовные камни, поглощая духовную ци, чтобы как можно быстрее пополнить запасы магической силы. Таким образом, они летели целый день, не встретив никаких проблем. На второй день Лэй Лань и Бай Би полностью восстановили свою магическую силу, но по-прежнему ничего не происходило, поэтому Хань Ли решил прекратить свое частое использование своих духовных глаз. Все трое устремились вперед и вошли в группу темно-зеленых горных хребтов. Во второй половине второго дня, сразу после того, как они миновали Большую гору, наконец-то произошло непредвиденное обстоятельство. В далеком небе внезапно вспыхнул духовный свет, вслед за которым раздался резкий крик. Затем появилась полоска зеленого света и полетела прямо к ним. В следующее мгновение за полосой зеленого света появились 3 желтых шара. Хань Ли и другие немедленно попытались принять и уклониться от них, но было уже слишком поздно. После этого Хань Ли нахмурился и медленно остановился. Глава 1449. Тактика Блицкрига. Полоса зеленого света вдалеке была ромбовидным сокровищем, и она покрывала расстояние в сотни футов с каждой вспышкой, мчась в сторону троицы Хань Ли. Между тем, внутри каждого шара желтого света было существо расы летающих духов, тело которых были покрыты мигающими золотыми рунами. В настоящее время они гнались за зеленым сокровищем с поразительной скоростью. Черт! Эти люди из расы Желтого Ветра. Они уже давно замышляли заговоры против нашей расы Тяньпен, как и раса Чижун. Встревоженное выражение появилось на лице Бай Би, как только он узнал существ внутри шаров желтого света. Подобное выражение появилось и на лице Лэй Лань. Раса Желтого Ветра. Хань Ли с задумчивым выражением лица оценил этих 3 существ расы летающих духов. Эти 3 существа обладали парой желтых крыльев с мехом на лицах, а также длинным пушистым хвостом. Они были больше похожи на демонов, чем на людей. Та, кто контролировала зеленое сокровище, прекрасно видел трио Хань Ли, и она внезапно остановилась перед ними после нескольких вспышек. Зеленый свет погас, и из сокровища появилась красивая женщина с парой белых крыльев и маленьким зеленым рогом на голове. Появившись, она поспешно сказала: «Вы 3 из расы Тяньпен, верно? Я Цинься из расы Зеленой Ночи. Наши расы заключили соглашение друг с другом, так что, пожалуйста, помогите мне». Прежде чем Хань Ли и другие успели ответить, 3 существа расы Желтого Ветра также догнали их и остановились при виде троицы Хань Ли. «Это касается только нашу расу и расу Зеленой Ночи, поэтому вам лучше не вмешиваться. В противном случае вы только создадите проблемы для вашей расы Тяньпен», холодным голосом сказала одно из существ расы Желтого Ветра с очевидной угрозой в словах. Услышав это, Цинься сразу же побледнела и повернулась к трио Хань Ли с умоляющим взглядом в своих прекрасных глазах. Лэй Лань знала, что Хань Ли не обращает внимания на соглашение между 2 расами, поэтому она тихо объяснила: «Наша раса действительно имеет соглашение об альянсе с расой Зеленой Ночи, но раса Желтого Ветра не менее сильна, чем раса Чижун, поэтому мы не можем позволить себе связываться с ними». Эти 3 не единственные священные ученики расы Желтого Ветра, принявшие участие в этом испытании. Вот как. Хань Ли взглянул на Цинься,
а затем перевел взгляд на трио из расы Желтого Ветра. Двое из этих священных учеников были духовными генералами на средней стадии, а последний — на поздней стадии. И все смотрели на троицу Хань Ли с высокомерным выражением на лицах. Хань Ли собирался что-то сказать, как вдруг вдалеке снова вспыхнул духовный свет. В небе появилась массивная деревянная птица длиной более 100 футов, а затем устремилась к ним, сияя золотым светом по всему телу. При виде этого трио Хань Ли дрогнуло, но прежде, чем они смогли определить, кто сидел на вершине деревянной птицы, на лицах трех существ расы Желтого Ветра уже появилось выражение восторга. Все они быстро переглянулись между собой, а затем одновременно вступили в бой, быстро разделившись, чтобы окружить троицу Хань Ли и Цинь Сяо. «Что это значит?» С мрачным выражением на лице спросил Бай Би. «Хе-хе, а ты как думаешь?» «Изначально мы хотели отпустить вас троих, но сейчас в этом нет необходимости», — весело фыркнуло одно из существ расы Желтого Ветра. Сердце Хань Ли дрогнуло, и в его глазах вспыхнул синий свет. Только тогда он смог определить, что существа, сидящие на деревянной птице, тоже были из расы Желтого Ветра. Их было трое, двое мужчин и одна женщина, двое из которых также были на средней стадии духовного генерала, а один — на поздней. Было очевидно, что эти трое первоначально намеревались убить только Цинь Сяо, но с прибытием подкрепления у них больше не было никаких сомнений, и они намеревались убить трио Хань Ли. Лей Лань, Бай Би и Цинь Сяо также резко изменились в лицах, узнав существ на деревянной птице. Серия мыслей быстро промелькнула в голове Хань Ли, и он тяжело вздохнул. «В таком случае вы все можете умереть». С раскатом грома Хань Ли исчез в дуге лазурно-белых молний. Хань Ли был священным учеником расы Тянь Пэн с высочайшей базой культивации, поздней стадии духовного генерала, поэтому существо расы Желтого Ветра на поздней стадии духовного генерала, естественно, сосредоточил большую часть своего внимания на нем. Поэтому он мгновенно среагировал, издав громкий рев. В следующее мгновение пространственные колебания вспыхнули над его головой, и во вспышке лазурного света появился Хань Ли. Он взмахнул рукой, направив угольно-черную ладонь к существу расы Желтого Ветра сверху. В полоске золотого света тут же появилась маленькая черная гора и мгновенно увеличилась в несколько раз до более чем 100 футов в высоту, а затем обрушилась на него всей своей свирепой мощью. Существа Желтого Ветра были первоначально удивлены тем, что Хань Ли выбрал для атаки самое могущественное существо из них, но затем на его лице появилась зловещая улыбка, и он открыл рот в сторону небольшой горы наверху. Изо рта у него сразу же вырвалась вспышка желтого света и устремилась прямо к небольшой горе. В то же время из его руки вспыхнул белый свет, и он призвал сокровище на серебряном диске. Пока он собирался выпустить это сокровище, в глазах Хань Ли промелькнула тень настороженности, и он холодно фыркнул. Хмыканье было не очень громким, но ощущение существа Желтого Ветра было таким, как если бы сокрушительный удар грома взорвался прямо в его ушной раковине. Его лицо сразу же исказилось от агонии, и он рефлекторно отпрянул, едва не выронив сокровище из руки. Огромная полоска серого света вырвалась из небольшой черной горы, с легкостью сметая приближающуюся вспышку желтого света, а затем с сокрушительной жестокостью обрушилась на существо расы Желтого Ветра. У этого священного ученика расы Желтого Ветра даже не было возможности раскрыть свои способности, как он уже был повален на землю небольшой горой. Хань Ли быстро сделал печать заклинания руками, и гора божественного света продолжила расширяться с пугающей скоростью, превращаясь в черную гору, которая в одно мгновение достигла высоты более 10 тысяч футов. Существо Желтого Ветра было культиватором на поздней стадии божественной трансформации, как и Хань Ли, но его физическое тело было не намного мощнее, чем у обычного человека с тем же уровнем культивации. Таким образом, он уже был превращен в фарш горой божественного света. Его душа также была полностью уничтожена светом божественной эссенции. Хань Ли потребовалось всего несколько секунд, чтобы убить этого духовного генерала на поздней стадии из расы Желтого Ветра. Два других существа Желтого Ветра, а также Бай Би, Лей Лань и Цинь Сяо были ошеломлены увиденным. Однако два других существа Желтого Ветра быстро пришли в себя и сразу же превратились в пару странных желтых птиц во вспышке желтого света. При виде этого Хань Ли слегка вскинул бровь, а затем, взмахнув рукавом, выпустил полоску лазурной молнии к одной из птиц. Сердце птицы содрогнулось от шока, но, когда она собиралась уклониться, и по дуге молнии показалась пара лазурных ножниц. После громкого удара грома ножницы превратились в пару лазурных молний, каждая из которых был более 100 футов в длину. Два змея полетели крест-накрест, мгновенно рассекая птицу на части, и две половинки ее безжизненного тела рухнули вниз на землю. Другая птица окаменела при виде этого, и ее душа чуть не выпрыгнула из пасти от ужаса. Она резко изменила направление, пытаясь лететь навстречу приближающейся гигантской деревянной птице. Однако ей удалось только один раз взмахнуть крыльями, прежде чем позади нее внезапно раздался мужской голос. «Разве не слишком поздно думать о побеге?» Еще до того, как голос стих, большая рука, белоснежная, как нефрит, сомкнулась вокруг шеи птицы,
посылая леденящее кровь ощущение, пронизывающее все ее тело. Хань Ли догнал птицу своими грозовыми крыльями и атаковал со скоростью молнии, обхватив окаменевшую птицу рукой за горло. Птица вздрогнула, но среагировала довольно быстро, взмахнув крыльями, выпустив в воздух бесчисленное количество перьев. Все эти перья превратились в лопасти ветра, устремившиеся прямо к Хань Ли, и в то же время маленькие перья на его шее внезапно взлетели вверх с металлическим лязгом, пытаясь врезаться в руку Хань Ли, как острые лезвия. Вспыхнула черная ци, и на теле Хань Ли появились странные доспехи. Ветреные лезвия с металлическим лязгом ударили в доспехи, но те в конце концов их отразили. Тем временем перья на шее птицы не смогли оставить ни единой царапины на руке Хань Ли. Хань Ли холодно усмехнулся, и прежде чем существо расы Желтого Ветра смогло раскрыть какие-либо новые способности, 5 его пальцев сжались с огромной силой, с легкостью сломав шею птицы. В то же время пятицветное пламя неистово вырвалось из его пальцев, в мгновение ока испепелив птицу дотла. Не успев убить этих 3 существ расы Желтого Ветра, Хань Ли остановился на месте и уставился на приближающуюся деревянную птицу с ледяным взглядом в глазах. 3 существа расы Желтого Ветра, сидящие на деревянной птице, естественно, были свидетелями всего произошедшего и невольно побледнели. Когда Хань Ли убил первое существо расы Желтого Ветра, все 3 пришли в бешеную ярость, изо всех сил толкая свою деревянную птицу, чтобы как можно скорее добраться до Хань Ли и разорвать его на части голыми руками. Однако, став свидетелями того, как Хань Ли мгновенно убил 2 других существ расы Желтого Ветра, ярость в сердцах оставшихся 3 священных учеников расы Желтого Ветра полностью сменилась ужасом. При виде Хань Ли, бросившего на них взгляд, все 3 существа расы Желтого Ветра вздрогнули в унисон. «Отступаем. Этот человек невероятно силен, мы ему не ровня», поспешила приказать женщина с самым высоким среди них уровнем культивации. 2 других решительно кивнули, развернув деревянную птицу изо всех сил, и полетели прочь в виде шара пронзительного желтого света. Хань Ли слегка нахмурил брови, увидев это, но не проявил намерения бросаться в погоню. Вместо этого он взмахнул крыльями и полетел в другое место. В воздухе парил серебряный диск сокровища первого убитого им существа расы Желтого Ветра. Хань Ли пошевелил рукавом, и вспышка лазурного света вырвалась вперед, погрузив диск в его рукав. После еще одного громкого раската грома Хань Ли снова появился рядом с Лэй Лань и остальными. В этот момент Лэй Лань и другие все еще не смогли подобрать отвисшие от шока челюсти и тупо уставились на Хань Ли, не в силах подобрать ни единого слова. Когда к ним прибыло столько существ расы Желтого Ветра, они думали, что, скорее всего, именно здесь они и умрут. Однако Хань Ли позаботился о 3 из них за считанные секунды и отпугнул остальных 3 демонстрацией своей разрушительной силы. Кто бы мог подумать, что Хань Ли тоже был всего лишь духовным генералом, это было безумием. «Пойдемте. Неразумно продолжать оставаться здесь», — сказал Хань Ли спокойным голосом. Бай Би был первым, кто оправился от изумления, и поспешно ответил: «Да, как скажешь, брат Хань». Глава 1450. Гибельные ледяные земли и путь 1000 лос. Бай Би и Лэй Лань были искренне покорены Хань Ли, и после того, как изумление в глазах Цинь Сяо утихло, в них появился намек на благоговение. Однако выражение лица и поведение Хань Ли остались полностью неизменными. Он махнул рукой в сторону 3 священных учеников, а затем молча продолжил двигаться. Остальные 3 немедленно последовали за ним в виде полосок духовного света. Госпожа Цинь, помнится, что раса Зеленой Ночи послала более 1 святого ученика. «Где остальные?» — спросила Лэй Лань. «Наша раса послала в общей сложности 3 священных учеников, но после перехода на 2-й уровень на нас напали несколько священных учеников из других ответвлений, и 2 других погибли. Первоначально я хотела попытаться проникнуть на 3-й уровень и, возможно, заполучить плод Скова Пламени, надеясь на удачу, но по пути я встретила этих существ Желтого Ветра, и они всю дорогу за мной гнались», — с горечью ответил Цинь Сяо. 6 существ расы Желтого Ветра были отправлены только для того, чтобы выследить тебя?» — спросила Лэй Лань, многозначительно взглянув на нее. Цинь Сяо, немного помедлив, пояснила осторожным голосом: «Возможно, это потому, что я ношу с собой несколько сокровищ нашей расы». Понятно, Лэй Лань хотела продолжить расспросы, но это казалось неуместным. Однако Бай Би внезапно вмешался: «Чтобы раса Желтого Ветра потратила столько сил, неужели у тебя с собой одно из 3 величайших сокровищ вашей расы?» Выражение лица Цинь Сяо немного изменилось, и она на мгновение замолчала, но потом смиренно признать: «Я действительно взяла с собой хаотический флакон нашей расы». «Хаотический флакон? И имеешь в виду сокровище, способное высвободить силу хаоса для борьбы с врагами?» Услышав это, Бай Би и Лэй Лань вздрогнули. «В самом деле?»
Без этого сокровища простой духовный генерал, вроде меня, не смог бы так долго убегать от существ расы Желтого Ветра. К сожалению, каждый раз, когда я использую его, мне приходится тратить нескольких хаотических кристаллов. И несмотря на то, что я взяла все кристаллы, что были у нашей расы Зеленой Ночи, к настоящему времени я исчерпала, вздохнула Цинься. Услышав это, Лэй Лань и Бай Би бросили взгляд на Хань Ли. Однако Хань Ли за время этого разговора и ухом не повел. Увидев, что Хань Ли был совершенно не заинтересован, Лэй Лань и Бай Би переглянулись между собой и замолчали. Вместо этого они начали обсуждать с Цинься некоторые другие вопросы о третьем уровне земной бездны. Цинься вздохнула с облегчением, увидев это. У расы Зеленой Ночи и расы Янь Пен действительно было соглашение о союзе, но это соглашение было только в словах, не имеющее возможности фактически связать обе стороны соглашением. Таким образом, с безумными способностями Хань Ли она была бы совершенно бессильно сопротивляться, если бы он решил забрать ее сокровища. Напротив, если бы она смогла сделать Хань Ли своим союзником, ей было бы намного безопаснее здесь, в земной бездне. Имея это в виду, Цинься не проявила намерения уходить, вместо этого завела чрезвычайно дружелюбный разговор с Лэй Лань, изо всех сил стараясь подружиться со священной ученицей расы Тянь Пен. Вскоре они стали почти сестрами, и Бай Би невольно нахмурил глаза от этого. 2 днями позже группа наконец вышла из горных хребтов, убив на своем пути множество среднеранговых и низкоранговых демонов, в результате оказавшись в мире льда и снега. Таким образом, они были вынуждены замедлиться и внимательно осмотреть происходящее впереди. Огромное пространство прозрачных черных ледников простиралось до самого горизонта, и бесчисленные черные снежинки развивались в воздухе порывами морозного ветра. Вокруг них слышались истошные вопли, словно в глубинах этих ледников бродили тысячи злобных призраков. Издалека земля впереди выглядела совершенно черной и лишённой света, словно она попали прямо в подземный мир. Это должно быть знаменитые зловещие ледниковые земли 2-го уровня. Я слышал, что здесь много злобных ледяных низко- и среднеранговых демонов, а некоторые люди даже натыкались на зловещих ледяных демонических монархов, пробормотал Хань Ли. Это действительно зловещие ледниковые земли, брат Хань. Однако большинству здешних демонических зверей еще предстоит достичь разума. В существовании зловещих ледяных демонических монархов всего лишь слухи, и на самом деле почти никто видел их лично, немедленно ответила Цинься. Это место выглядит довольно коварным, но с нашими силами пройти через него не составит особого труда, сказал Бай Би с уверенной улыбкой. Хань Ли кивнул и расправил крылья со словами: теоретически это место не очень опасно, но миграция зверей земной бездны неизбежна, так что лучше быть более осторожными. Ладно, идем внутрь. Вдвое превысив свою первоначальную скорость, Хань Ли исчез в мире черного льда и снега всего за несколько секунд. Лэй Лань и остальные переглянулись, а затем последовали за ним. Издалека можно было увидеть полосы духовного света, вспыхивающие в воздухе, но эти полосы быстро исчезали в темноте. Демонический зверь, похожий на носорога, ростом более 100 футов, с грохотом рухнул на землю, заставив близлежащую землю содрогнуться от своего огромного веса. Во вспышке яркого света из тела носорога вылетело несколько десятков красных нитей, растворившись в теле человекоподобной фигуры в воздухе, излучающей красный свет. В воздухе парили еще несколько крылатых фигур, и одна из них громко сказала: «Старший боевой брат Чжу, твои нити кристаллического пламени становятся все более и более мощными». Кожа этого черного носорога среднего ранга тверже, чем даже у некоторых высокоранговых демонических зверей, но ты все равно с легкостью смог убить его. Даже Фэй Е из расы Нан Лун не обладает такими способностями. Тем, кто напал на демонического зверя, был никто иной, как Чжу Инзи из расы Чижун. Другие люди с ним, естественно, были другими священными учениками его расы. Место, где они находились, представляло собой круглую площадь радиусом в 1000 километров. Они были окружены густыми черными лесами, но в центре леса был участок бесплодной земли протяженностью более 50 километров, и весь этот участок земли был покрыт серыми овальными камнями размером с голову. В самом центре этого участка земли была черная дыра размером более 1000 футов, уходящая глубоко в землю. Существа Чижун находились рядом с этой дырой, и этот черный носорог явно вышел из леса неподалеку, после чего был убит Чжу Инцзы. Немного подумав, Чжу Инцзы сказал: хватит пытаться подлизаться ко мне. Мы ждали здесь, у этого входа, уже 3 или 4 дня, но мы били священных учеников другого небольшого ответвления, в то время как раса Тянь Пен еще не появилась. Похоже, они либо ушли к одному из 2 других входов, либо все еще находятся на 2-м уровне. Большинство других священных учеников, скорее всего, уже вошли на 3-й уровень. Мы должны убить этих существ Тянь Пена, но мы не можем отказаться и от плодов адского пламени. Чи Тянь, Хун Ша, как насчет того, что вы двое последуете за мной до 3-го уровня, все в противном случае продолжайте стоять здесь на страже. Я принесу вам ваши плоды адского пламени.
старший боевой брат Чжу, священный ученик по фамилии Хань из расы Тяньпен, кажется весьма могущественен. Разве мы достаточно экипированы, чтобы победить их, если мы разделимся? Обеспокоенно спросил Читянь. Жу Инцзы, казалось, уже обдумал это и сразу же заверил: «Хе-хе, не беспокойся об этом. Уровень культивации младшего боевого брата Юя не намного уступает моей, и я оставлю колокол падения души нашей расы. Этот колокол атакует совершенно беззвучно, и его невозможно выследить, и даже великие духовные генералы будут вынуждены подчиниться, если их застанут врасплох. С младшим боевым братом Юем ты сможешь скрытно напасть на них, так что план безупречен». Затем он открыл рот, выпустив шар зеленого света, внутри которого находился старинный колокольчик примерно в дюйм высотой. Он ткнул пальцем в колокольчик, и тот внезапно исчез, снова появившись над головой здоровенного чижуна в следующее мгновение. «Спасибо, что доверил мне это сокровище, старший боевой брат. Я обязательно выполню свой долг». Человек по фамилии Юй бесстрастно поймал звонок, и его голос был на удивление резким, сродни звуку металлической скрежета по металлу. Несмотря на свою немногословность, Чжу Инцзы, казалось, был чрезвычайно уверен в своих силах. Таким образом, после энергичного кивка Чжу Инцзи махнул рукой и вошел в черную дыру. Читянь и Хунша стояли за ним. «Слушайте. С этого момента вы все должны скрываться, чтобы не выдать никаких признаков нашего присутствия здесь. Я установлю формацию, и мы спрячемся там. Как только наши цели будут здесь, я воспользуюсь колоколом падения души, чтобы обрушить на них скрытую атаку. После этого вы все сможете показаться», — проинструктировал крепкий мужчина. Этот человек явно был весьма авторитетной фигурой среди священных учеников расы Чижун, и никто из них не высказал никаких возражений. Вместо этого они сделали печати заклинания и вызвали свои маскирующие сокровища. Все остальные исчезли в мгновение ока, а здоровенный мужчина влетел в черную дыру. Таким образом, воцарилась тишина, и действительно казалось, что в этом районе никого нет. В другом месте на втором уровне, глубоко в густом лесу с массивными темно-зелеными деревьями, на высоком холме можно было увидеть массивный черно-желтый столб, который был виден даже с расстояния 50 километров. При ближайшем рассмотрении можно было бы обнаружить, что этот так называемый гигантский столб на самом деле был массивным растением диаметром около 500 метров. Он словно был построен из бесчисленных лоз, скрученных и переплетенных вместе, простирающихся до самого неба. Вокруг этого растения не было даже ни одной травинки в радиусе нескольких десятков километров, словно оно находилось в бесплодной пустыне. В этот момент у подножия растения произошла серия взрывов и вспышки духовного света разных цветов. Здесь пойманы в ловушку десятками тысяч золотых мотыльков существа летающей духовной расы. Здесь было две группы существ летающей духовной расы. У одной из них было около дюжины членов в каждой группе, состоящие как из мужчин, так и женщин. Однако у всех на лицах были черные татуировки. Между тем, другая группа состояла всего из 4 человек, но все 4 были удивительно высокими и широкоплечими мужчинами с массивными клинками за спиной. Летающие вокруг них мотыльки размером с кулак мерцали золотистыми оттенками. Никто из них не приблизился к существам расы летающих духов, они просто издалека хлопали крыльями, посылая к ним волны радужного порошка, отрезая все пути для побега. Радужный порошок выглядел вполне обычным явлением, но две группы существ летающей духовной расы не осмелились позволить даже одной пылинке соприкоснуться со своими телами. Все они поспешно активировали свои секретные техники и сокровища для собственной защиты.